Вас ждет видеораспаковка покупок для малыша. Всем привет, с вами Вика, и сегодня вас ждет видеораспаковка. К нам приехало 2 чемодана по 23 килограмма, там различные вещи и детские, какие-то наши, вот, но я буду делиться именно детскими вещами, потому что все они были специально куплены для малышки. Что-то было как раз, что нам понравилось на Валбересе, что-то на Зоe, поэтому думаю, что вам будет актуально и полезно. Я обязательно оставлю ссылки в описании, поэтому, если что-то вам приглянется, можете как раз переходить и добавлять себе в корзину. Вещей, на самом деле, получилось очень-очень много, поэтому я думаю, что данное видео разобью на несколько частей, и это будет как раз часть 1. Ну что ж, поехали, давайте смотреть, что же там такого интересного к нам приехало. Хочется немножко начать с такой вот общей информации. Естественно, мы все эти чемоданы оплачивали, потому что мы были заинтересованы в этих вещах, и чтобы вам было понятно, то, например, к нам приехала наша старая кофемашина, потому что мы хотели пить вкусный кофе, и с помощью нее мы сможем это наконец-то делать у себя дома, да. И в другом чемодане у нас был робот-пылесос, и, в общем, вот эти вот две вещи, на самом деле, окупают просто-напросто все эти чемоданы, потому что робот-пылесос здесь стоит 80 тысяч рублей, а в Москве он стоит 20 тысяч рублей. Кофемашина, которая у нас, она стоила в районе 50 тысяч в Москве. Здесь же кофемашину подобного типа можно найти только от 200 до 250 тысяч. В общем, колоссальная разница, поэтому, естественно, выгоднее, в общем, привезти. Ну и давайте начнем как раз с детских вещей. Я заказала вот такие вот мячики Монтессори. Я давненько хотела их как раз купить, но ходила по различным магазинам как раз здесь, в Буэнос-Айресе, пыталась найти хоть что-то подобное, может быть, даже какой-то один. Это практически нереально. В общем, нужно, наверное, как-то сильно заморочиться, потому что просто вот именно как-то в магазинах, где, в принципе, есть какие-то такие даже пластмассовые вещи, где, по идее, можно найти что-то похожее, как у нас, допустим, в детском мире, вот ничего подобного здесь нет, совершенно не попадалось мне на глаза, хотя в магазинах я была достаточно часто, достаточно много обошла различных. Вот, и наконец-то мне приехали эти мячики. Хочу как раз вместе с малышкой посмотреть, будут ли они интересны. Здесь плюс, что это различные текстуры, то есть ей будет... кстати говоря, они еще пищат. Вот, ей будет на тактильном уровне, должно быть интересно их рассматривать, да, трогать. Ну и я надеюсь, что они будут стимулировать как раз наше желание ползать еще больше, дальше, вот, потому что я как раз легко смогу их раскидать по коврику, ну и плюс еще, опять же таки, с этими мячиками можно еще и купаться, можно тоже различные игры проводить, в общем, это такая, мне кажется, очень актуальная, удобная вещь, которая многофункциональна, вот, поэтому, в общем, я их решила тоже привезти. Давайте, кстати говоря, их распакуем, наверное. Та-да-да-дам, та-дам. Потому что я не знаю еще, какие на ощупь. Ну, кстати, на ощупь они достаточно приятные, у них такая матовая достаточно поверхность, поэтому ощущения достаточно тактильные, приятные. Есть разница, да, вот, например, вот здесь точно чувствуется разница, здесь он более такой гладкий, здесь чуть-чуть как будто шероховатый. В общем, я думаю, что должно быть прикольно. Потом покажу, как вообще они у нас заходят, не заходят, но я надеюсь, что будет интересно, потому что они все равно достаточно яркие такие, поэтому привлекать внимание должны. Вот, посмотрим. Дальше я заказала вот такого деревянного ежика, он идет с такими элементами, которые на липучках. Это тоже отличная вещь в плане развития, потому что развивает у малыша мелкую моторику. Надеюсь, что малышке понравится. Вот, очень прикольный, мне кажется, ежик. Удобно, что он такой, не деревянный, это, по-моему, ДСП, да, называется, в общем, вроде как да. Дальше, что здесь такие более объемные элементы, что их можно отрывать и прилеплять. И мне кажется, что удобно как раз заниматься именно самой с ребенком, да, прям вот сидеть и как-то так ей показывать, рассказывать про фруктики тоже. И тоже, мне кажется, что неплохая вещь, которую можно взять с собой. В комплекте шла еще вот такая вот как инструкция. И надеюсь, что вы заметили, что здесь еще вот такой есть элемент с дырочками. Это задумано как шнуровка еще. Здесь вот идет вот такой вот шнурочек. И тоже можно будет потом тренироваться, продевать, шнуровать. Вот тоже для мелкой моторики очень классная штука. На этой инструкции, кстати говоря, показаны примеры шнуровки, какие можно делать на этом ежике. Вот тоже можно, в общем, изощряться. Так что вот такой вот ежичек прикольный. Что еще? Давайте я вам покажу немножко одежды, потому что что-то мне прям очень понравилось. Плюс мне очень нравились, знаешь, вот как раз вот
Бодики, которые мы носили, они очень качественные. Я покупала тогда комплекты, ну, как бы там шло в комплекте 3 штуки. Это очень выгодно в плане цены, особенно если сравнивать, допустим, с местными ценами. Даже если брать, опять же таки, местные комбо, где 3 вещи по цене 2, вот все равно, как бы, естественно, из Москвы привезти с Валберса дешевле получается. Вот, и я заказала как раз на Валберсе вот такие вот прикольные, классненькие ботиночки, мне очень нравятся. Они идут от 0 до 6, очень удобно, кстати, 11 размер. И я знаю, что нужно проверять обувь, как она гнется, не гнется, вот, для малышей. В общем, это гнется. И мне очень нравится тоже оттенок, мне кажется, прикольный. Он такой, как бы, должен подходить подо все. Вот, поэтому вот такие вот, они еще такие милахи, я от них нереально тащусь, и я старалась тоже скомпоновать под другую нашу какую-то одежду, чтобы все это подходило. Вот, поэтому вот такие вот ботиночки, мне кажется, очень классно. Будет обязательно на них ссылка, вот, но прям вообще я в восторге. И, кстати говоря, это будет наша первая обувь. Давайте еще немножко с одежды. Я на самом деле уже из этих комплектов кое-что на малышку одела, поэтому буду показывать без еще одних штанишек и одного верха. Вот такой вот комплект штанишек, беленький, там еще идут такие бежевые и коричневенькие. Вот очень прикольные штанишки, мне нравится, что здесь вот есть именно завязочки, что они регулируются, да, по тому, как сидят на теле, потому что вот по большей части мы сейчас использовали комплект зайца мехового, и там, да, одежда, которая идет на первое время. Вот, она нам, кстати, пока еще до сих пор в пору. И там вообще, на самом деле, отвратительные штаны. Для нас они оказались просто совсем нерабочими. Я не могу совершенно сделать так, чтобы они оставались на малышке. Нужен, то есть, какой-то специальный, я не знаю, пояс, потому что у нас как бы ребенок, да, такой неупитанный, и они постоянно сваливаются, а учитывая, что у нее очень подвижные ножки, она постоянно ими там как-то, да, играет, штаны у нас слетают просто на ура, поэтому я специально смотрела, чтобы штанишки были на веревочках. Мы как раз здесь покупали, ну, вот такого типа, да, чтобы была веревочка. И они действительно на нас держатся, они действительно работают. Вот, поэтому есть такой, как бы, шанс сравнить то, как бы, и это. И поэтому для меня оказалось очень важным, чтобы они как раз вот были на веревочках, чтобы не слетали. Вот, такого плана штанишки у нас держатся. В общем, я очень довольна и качеством, и вот тем, что здесь есть шнуровка. Вот. Покажу, кстати говоря, вот, наверное, здесь вот высветится как раз комплект, который я собрала с другими штанишками. Очень мне так нравится, такая милота получилась. Вот, и штанишки, в общем, шикарные. И сейчас тоже как раз вот в той прикрепленной фотографии у нас был верх, и это тоже комплект из 3 вещей. Там шел еще вот такой вот, с таким воздушным шариком. Как раз та самая фирма, которая у нас была, как я уже упоминала, с летними боди. Вот, я решила взять ее же, потому что я очень довольна качеством. И после стирки самое классное то, что они остаются все время, ну, как бы в хорошем состоянии. То есть, как бы, они прошли через множество стирок и сохранили какой-то свой, как бы, внешний вид. То есть они в очень хорошем состоянии. Поэтому прям вот данной одежды я очень довольна. Решила как раз взять еще раз эту же фирму. Очень, очень классненькие. Это такой вот бодик с рукавами уже, типа на попрохладнее погоду. И еще один, который там шел, вот такой вот голубенький, с китом, тоже, мне кажется, прикольно. И тоже будет совсем сочетаться, потому что он такой вроде нейтральный, но при всем при этом веселенький. В общем, мне нравится. И очень классно, что всегда, когда заказываете именно у этой фирмы комплектики, у них идет вот такой вот конвертик. Здесь идет обращение к маме и вот такие вот карточки тоже очень миленькие, да, которые можно тоже использовать для фотосессии. Так что такая очень прикольная идея и прям милота. Всегда очень приятно получать, естественно, такой заказ. Что ж, давайте дальше. Опять же таки, на той фотографии, которую я прикладывала, потому что я уже успела, да, сфотографировать малышку в этом комплекте, шли вот такие вот бантики еще, и там вот был как раз вот с цветочком. Не знаю, мне так понравился этот комплект, он, мне кажется, очень симпатичный. Здесь есть и какая-то нежнятина, и вот желтенькие элементы мне нравятся, тоже как раз они отлично подходят к тем вещам. Вот, так что будем их использовать. Плюс мне очень нравятся, в принципе, вот именно эти какие-то такие тоненькие
ленточки, да, на которых все это держится. В общем, смотрится обычно на голове очень как-то, ну, как-то так очаровательно, в общем, очень мило. Вот поэтому мне прям очень нравятся все вот эти украшения на голову. Вот я взяла как раз такой, и я решила еще взять вот такую вот штуку, тоже с короной, и тоже, мне кажется, будет симпатично смотреться. Вот размер головы идет, размер, который указан, это 30 на 50. Вот, но, в принципе, они у нас хорошо держатся. Я, если честно, не знаю, как у нас сейчас размер, обхват головы, но сидят, в общем, хорошо. Вот, взяла такие вот аксессуарчики. Давайте дальше. Здесь, по-моему, идут всякие товары, как бы немножко товаров от Happy Baby. Во-первых, вот такой вот крабик, это идет для купания. Вот он должен так прикольно перебирать лапками, типа плыть. Мы как раз его, вот, кстати, мы, кстати, его попробовали. Вот его можно как раз взводишь, и он плывет. Очень прикольный крабик, мне нравится. Здесь такие тоже стоят гораздо, ну, значительно дороже, поэтому выгоднее купить, привезти. Ну и плюс он здесь по качеству как-то выглядит лучше, чем то, что я видела, находилось здесь. Вот такой вот смешной крабик. Пока что нам, конечно, рановато. Ну, как бы мы запустили ради интереса посмотреть, как будет малышка реагировать, но какой-то прям вот яркой бурной реакции у нее не было, какой-то заинтересованности. Вот чисто просто рядом тусил. Ну, потом, видимо, когда она уже будет сидеть, мне кажется, будет прикольно. Вот, так что такой вот крабик. Еще одна игрушка ванна, тоже от Happy Baby, насколько я понимаю, потому что заказывала муж. Вот, это вот такой вот кит. Тоже игрушка с дополнительной, да, как бы функцией. Когда я включаю, здесь должен идти такой фонтанчик, и вот он будет плавать и пускать как раз водичку. Тоже, мне кажется, очень прикольный, миленький китеныш такой. Тоже посмотрим, как он будет себя проявлять, будет ли интересен или нет. Но в любом случае, мне кажется, что когда всякие такие штуки есть в ванной, купание, в общем, проходит весело. Вот, поэтому хотелось чего-то как-то такого интересного придумать. Поэтому у нас такой вот будет еще китенок. Давайте тогда сразу, раз уж мы начали про ванну, еще это уже я не видела, это заказывал чисто мой муж, потому что мне показалось это интересно. И давайте как раз сейчас распакуем, потому что я это тоже сейчас не открывала, даже не смотрела. Это вот такие вот две книжки. Книжки как раз, чтобы купаться в ванной, их смотреть, рассматривать. Здесь вот книжка с цветами, а здесь кто как говорит написано. Вот. Давайте откроем, посмотрим, что там внутри. Так, вот такая вот книжка. Сколько здесь страничек у нас? 4 странички, 4 цвета. Вот, начинаем мы с красного как раз, потом идет желтенький, зеленый, синий и заканчиваем тоже красным. Такая, в принципе, достаточно приятная. Не знаю, насколько это интересно будет в ванной, но в любом случае она будет плавать тоже рядышком, можно как-то что-то там ей показывать. В общем, если как-то отвлекать, то тоже можно. И давайте вторую тоже посмотрим. Поняла фишку. Здесь, короче говоря, она задумана как. То есть, видите, есть животные различные, но они такие бледные. Совершенно бледные. И за счет как раз воды ты можешь их раскрашивать. Прям вот пока лежишь в ванной, можешь как раз пользоваться водой. И они будут окрашиваться, проявляться. Тоже, кстати говоря, прикольная идея. Мне кажется, интересно выглядит. Кстати говоря, есть овечка. Вот. Забавная книжка, забавная. И тоже очень такая мягенькая. Я готовлюсь к прикорму, то есть там сейчас уже 5 месяцев, и я задумываюсь относительно, как вводить прикорм, выбираю способ. Купили как раз стульчик для прикорма. Пытаюсь развивать у малышки тоже пищевой интерес, и решила взять вот тоже Ниблер от Happy Baby. Там есть несколько, по-моему, видов у них. Вот я решила взять Ниблер Twist 3.0. Давайте его откроем, потому что я его тоже еще не распаковывала. Вообще не знаю, насколько заходят малышам ниблеры, насколько это удобно, как бы практично. Или есть смысл чисто просто не давать ничего дополнительного, помимо моментов, когда вы завтракаете или обедаете с малышом. Может быть, когда уже она подрастет, то тоже смысл в нем нет. Это, наверное, актуально все-таки сейчас. Ну, посмотрим, будет ли он вообще у нас заходить или нет. Ну, пока что я думаю, что должна быть прикольная вещь. Мне даже немного страшно, мне сильно страшно, если честно, водить прикорм, меня пугает это все. Вот, но я надеюсь, что все-таки все будет хорошо в этом плане. Вот такой вот агрегат, туда внутрь кладется какая-то пища, и за счет того, что малыш давит как раз на вот
силиконовый вот этот вот сосуд, получается, кусочки пищи ему выходят, и он может как раз вот эту какую-то пюрированную еду, как бы, да, есть совершенно спокойно. И мне понравилось то, что у него, ну, как бы, вот эту пищу можно подгонять вверх, то есть верхушку он, допустим, съел, чтобы как-то, ну, самой не двигать ничего, здесь есть вот механизм, который будет ее подталкивать, так что мне кажется, что это очень удобно и актуально, если ты как бы используешь именно нибблер. Вот, так что посмотрим, будет ли у нас заходить или нет, но так в целом выглядит достаточно удобно, прикольно, вот. Посмотрим. Пишите, если вдруг вы пользовались нибблером, как он вам, нравится, не нравится, часто ли вы им пользовались, нравится ли он как бы вашему малышу, будет тоже интересно. Вот, потому что я пока в сомнениях, но хочу попробовать, посмотрим. И мне кажется, что прикольно брать, допустим, на прогулку. Ты можешь, если, допустим, что-то не успеваешь, как раз взять такую штуку и на прогулке малышу дать, мне кажется. В общем, посмотрим. Давайте продолжать. Если честно, я не знаю, какое это было из посылок, с чем именно это приходило. Вот вообще не помню, потому что я как-то все разбирала. Это был именно подарок в чем-то, что мы уже купили. Мне кажется, что, возможно, это шло с какой-то книжкой, но это не точно. Может быть, с ежиком. В общем, уже не вспомню, но в любом случае это попыт. Не знаю, насколько как бы попыт нравится малышам, но посмотрим, может быть, будет прикольно. Вот такой вот желтенький. В общем, не самый, наверное, даже примечательный, но раз подарок, в общем, посмотрим, понравится или нет. Заказывал муж, я знаю, что есть очень много различных таких вот фетровых книжечек. Я думала как бы взять, но так как все равно место ограничено в чемоданах, вот, поэтому я решила не набирать, я взяла именно прям самые-самые такие вещи, которые мне очень хотелось. Либо каких-то вещей, которые здесь сложно найти, либо что-то, что не совсем правильно, на мой взгляд, функционирует, либо, допустим, в общем, у нас в России есть такие более прокачанные версии, нежели чем я что-то видела здесь. В общем, такая вот фетровая книжечка, она тоже интерактивная, то есть можно, вот, допустим, у мышки отгибать ручки, что у нас дальше солнышко идет, вот у него можно тоже дергать за ручки, тоже как-то вот так вот играть. Ежик тоже у него можно вот двигать, яблочко будет выпадать из ручек. И здесь вот еще вот такие вот фигурки, которые тоже отлепляются, идут на липучках, отлепляются и возвращаются на место. И тоже я так понимаю, что они идут по цветам, так что можно будет еще учить тоже цвета. В общем, такая вот фетровая прикольная штука. Вот. Тоже будем потом смотреть, играть, как это. И, кстати говоря, она тоже еще шуршит, а у нас нереальная любовь к каким-то шуршащим вещам у ребенка, поэтому тоже, наверное, понравится. В общем, посмотрим. Единственное, не знаю, насколько можно сейчас именно давать ребенку такие вещи, где есть какие-то микроэлементы. Например, вот здесь вот какая-то бусинка. Вот. Это меня немного пугает. И вот здесь вот тоже бусинки идут. В общем, будем как бы под присмотром ее пока что использовать. Но вот такую штуку мы тоже взяли. Кстати говоря, еще немножко одежды забыла как-то, что еще вот такой вот взяла комплект. У него на самом деле размер достаточно большой, 80 у него размер. Вот, это идут такие штанишки тоже. То есть он у нас будет на вырост. Вот я взяла, на самом деле, на прохладное время, надеюсь, что он нам как раз будет нормас. И вот такой вот свитерок в виде медвежонка, вот, мне кажется, что тоже милый. И, кстати говоря, классно будет смотреться тоже с нашими ботиночками. Вот, в общем, мне очень понравился. Посмотрим, как будет потом смотреться, когда нам будет тоже впору. Ну и в целом он не такой, чтобы прям вот супер теплый, он скорее больше такой достаточно легенький комплектик, вот, так что должно быть все равно, мне кажется, прикольно, даже если будет потеплее. Но мне он очень нравится. Так, что мы взяли еще? Видела у одного блогера вот этого ежика и просто в него влюбилась. Мне кажется, что, в общем, он нам нужен. Он идет от 3 месяцев, здесь как раз на коробочке указано. Сейчас покажу, его как раз достану. Вот так вот он выглядит. У него снизу вот такая вот плоская, как бы, да, выемка. Сверху такие вот, как кнопочки идут разноцветные от пупыта с различными как раз текстурами. И малыш тоже может, да, как-то их трогать, разные поверхности как раз тоже ощущать и использовать как пупыт. Вот они так проваливаются, и ты потом можешь тоже вернуть. В общем, какая-то такая игрушка.
Надеюсь, что тоже понравится. Плюс, мне кажется, что это одна из тех игрушек, которые очень удобно брать с собой куда-нибудь тоже на прогулку. Вот. Поэтому, в общем, будем смотреть, понравится нам или нет. Но пока что мне кажется, что достаточно неплохо выглядит. Плюс еще яркие цвета, которые тоже привлекают внимание ребенка. Вот. Такой вот ежичек. Очень-очень милый. Потом я взяла вот такую вот книжку. Мне она, кстати говоря, очень понравилась, я от нее в восторге. Я уже как раз все просмотрела, все пролистала, вот выглядит вообще огонь. Там были отдельно на таких вот листочках липучки, которые нужно тоже приклеить самой, уже распределить. И сзади вот такой идет конвертик, где как раз лежат всякие зверята, и на них тоже свои липучки, тоже ты сам приклеиваешь. Сейчас я вам покажу как раз, как они выглядят. Давайте кого-нибудь достанем. Вот они, кстати, очень-очень прикольно нарисованы, такие прям вот мимимишные, мне прям очень нравятся. Вот, мне кажется, невозможно просто не влюбиться в этих зверят. Такие они классные, такие прям вот мимими. Вон есть еще белочка. В общем, они совершенно разные, то есть здесь есть и какие-то такие, ну, вот, типа зебры, лесные есть, там зайчик, белочка. В общем, совершенно разные зверята. И тоже в книжке различные такие как бы странички на подумать есть. Вот, например, разные зоны, в которых тоже распределены разные звери, ты их должен прилепить как раз на вот эти вот липучки. Потом есть вот такие вот загадки, где ты тоже пытаешься угадать, и потом приклеить как раз животное, которое соответствует этой загадке. Такая вот головоломка, где тоже ты должен понять, к какому зверю относится еда. Различные шкурки зверя, да, ты должен определить, про какого зверя идет речь, да, к какому зверю относится вот данная шкурка. Тоже очень прикольно, как раз на внимательность, потому что ты должен посмотреть на как раз вот картинку животного, которое у тебя как бы в руках, и понять, куда можно, да, его, как бы, что, какое соответствие у нас как бы есть. Потом еще здесь вот кто где спрятался, тоже нужно определить, исходя из подсказок. И вот здесь вот еще тоже определить по форме тени животное. Здесь нужно добавить в компанию того, о ком идет речь, и понять еще тоже вот тут по цветам распределить животных. В общем, мне кажется, такая очень классная книжка, плюс опять же таки развивает мелкую моторику маленьких как бы пальчиков ребенка. Вот, так что очень-очень классная, и мне нравится, что она такая яркая и действительно очень-очень мило выглядит. Вот, так что присмотритесь. И вот эти вот карточки с животными, они прям вот такие из очень плотного материала, поэтому держать их в руке очень-очень удобно. И прям вот, не знаю, я очень довольна этой покупкой. Здесь, кстати говоря, даже когда мы были на книжной ярмарке, вот именно каких-то книжечек с липучками я не видела, поэтому у меня была прям конкретная цель найти какую-нибудь книжку, чтобы были вот эти вот липучки, чтобы малыш как раз тоже с помощью такого как бы вида книги пытался, да, как-то учиться, развиваться. Вот, так что очень классная штука. Ну и давайте последняя вещь в этом видео. Это вот такие два пакетика. Сейчас буду показывать, что же там. На самом деле такие штуки, которые нам пригодятся, мне кажется, на достаточно длительный срок, потому что я, в принципе, как бы люблю заморачиваться с едой. Брать что-то на прогулку в любом случае тоже нужно будет. И очень удобно то, что здесь вот есть в комплекте, да, вот здесь вот идут такие вот многоразовые пакетики под пюре. Здесь вот есть как раз у нас клапан, который легко открывается. Ты можешь поместить сюда, собственно, то, что приготовил сам, да, вот пюреху какую-то, и взять с собой на прогулку с ребенком. Вот, мне кажется, что шикарная тоже вещь. Я решила взять на всякий случай у двух разных фирм, потому что все-таки в Альберис где-то есть какой-то тоже брак, вот поэтому посмотрите, что нам кажется удобнее, что будет функциональней. Вот здесь как раз тоже они так вот откручиваются. Вот. И конкретно у этого производителя здесь вот есть, да, ежики какие-то очень прикольные, зебра. Вот я взяла попробовать. В общем, прикольно, что еще в комплекте идет вот такой вот ёршик, чтобы было удобно как раз все вот эти вот пакетики мыть. В целом мне понравились и те, и другие сейчас тоже покажу. Эти выглядят такими более яркими, может быть, больше будут привлекать ребенка. В общем, посмотрим. Сейчас покажу еще вторые, которые я тоже взяла. Вторые идут такие более лаконичные, не такие квадратненькие. Может быть, наверное, не так будут нравиться ребенку, но зато здесь удобно еще то, что
Здесь вот указано сколько, да, допустим, это грамм, рассчитано как раз на 200 миллилитров. И здесь в данном случае клапан идет сверху, то есть, возможно, даже здесь будет все-таки удобнее именно размещать пищу. Вот он, то, что он вот идет вот как раз сверху, а не снизу. И прикольно, что здесь вот есть тоже окошко, где видно, да, саму пищу. Кстати говоря, это можно еще использовать, мне кажется, как чисто такой просто пакетик с клапаном. Допустим, какие-то небольшое количество фруктиков положить, их тоже взять с собой. Почему нет? Очень удобно, но то, что вот этот клапан есть защитный. И такой как бы небольшой объем, очень прикольно. И, кстати говоря, здесь при заказе вот этих пакетиков просто шел офигенный подарок, потому что я хотела отдельно покупать ложечку для прикорма. Я знаю, что лучше, чтобы вот эта вот часть была силиконовой, мягенькой, чтобы как раз ребенок, чтобы ему было удобнее, да, как-то есть. Вот, поэтому я хотела вот подобного рода ложку покупать, а здесь нашла в подарок. Вот, спасибо за заказ. В общем, просто супер презент, очень довольна, поэтому имейте в виду, что вот если заказываете вот такие вот пакетики, будет еще подарок ложечка. Вот, очень мило, спасибо большое. В данном видео показала часть вещей, которые к нам приехали. Надеюсь, что вам было интересно. Пишите, что вам понравилось больше всего, что, может быть, вы уже покупали, пользовались, как вам, пишите, тоже делитесь своими впечатлениями. И увидимся в следующем видео, в следующей, может быть, распаковке. Так что всем пока-пока. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. С вами была Вика.